Антон Мырза, сиз буга чейинки бизге берип кеткен интервьюдан кийин биз ушул сиз айткан маалыматтарды карап көрдүк, изилдеп. Анан ошол жерде Whitebit тууралуу айттыңыз. Ошо Whitebit'тин негиздөөчүсү тууралуу жана интернет айдыңында, YouTube каналдарда шек жараткан материалдар чыгып жатат. Ушул боюнча сизге дагы жөнөттүк эле. Сиз тааныштыңызбы? Бул боюнча кандай комментарий бересиз? Комментарии. Ну, вы знаете, я бы, наверное, начал с того, что дополнительно вот к своим прошлым словам, комплементарным словам о местных правоохранительных органах, я бы добавил, наверное, и комплементарные слова вот журналистам. Потому что, откровенно говоря, вот я бегло еще там успел со всем этим ознакомиться, и, то есть, да, я прочел эти ссылки, но мне очень стыдно от того, что вы это нашли, а не мы. Да, и, конечно, если бы действительно это ищется просто в Гугле, да, ты вбиваешь и находишь. Я не знаю, почему это не пришло никому из нас в голову, но то, что там написано, я даже не могу, честно говоря, вот так в лед прокомментировать, потому что, вот первое, знаете, чувство — это некое ошеломление, потому что я вообще не понимаю, как, то есть это действительно происходит с нами, или это вот, может быть, мне снится, и вы, если позволите вас ущипнуть, вы должны меня ущипнуть и проснуться, потому что, если позволите, я прям вот даже открою, да, то есть то, что... Да, то есть, значит... Албетте биз бул ошо чын деп так айта албайбыз. Эми шек жараткан материалдар ушул интернетке жүктөлүптүр. Биз көргөн маалыматтар ушулар болду, да? Давайте начнем с того, что как бы есть вот издание авторитетное, вот Forbes, да, то есть это авторитетное издание. Николай Удянский, биография, досье, фото Николай Удянский. Окей, здесь все, конечно, замечательно, прекрасно и это. А вот Удянский Николай Александрович мошенник или бизнесмен? В июне 2021 года Удянский приезжал в Харьков, где отдыхал в Дубровском вместе с Сергеем 001К и Ширяевым Олегом Викторовичем. Егор Буркин-Левченко, барон наркосиндиката «Химпром», в бегах, и кличка «Мексиканец». Крипто-братва рвется к власти, Дон Корлеоне украинского криптобизнеса. Бакалаврская работа «Эффекты русско-украинской войны на адаптации среди people Украины. The Case of 001K Exchange». Согласно документу, офисы расположены в следующих городах: Киев, Винница, Львов, Днепр, США, Майами, ОАЭ, Европа, Восточная Европа, Балтийские страны, Австрия, Португалия, Эстония. Удянский Николай Александрович мошенник или бизнесмен? Вы знаете, я, честно говоря, я даже не знаю, как это прокомментировать, вот правда. То есть, если, скажем так, конечно, мы понимаем, что в интернете можно опубликовать все, что угодно, да, и на самом деле вполне возможно, что это какая-то там клевета, тем более, если вот написано, что он там куда-то там к власти рвется, еще что-то такое, наверное, там какие-то... Но, понимаете, когда вот мы давали-то, я давал это интервью вам, да, то есть вот я этого, к сожалению, не знал, и теперь я, на все это смотрю, конечно, совершенно другими глазами, в том плане, что, если верить тому, что здесь написано, по всей видимости, эти люди уже убили, много, да, там много убили, и как бы, то есть, и, в общем-то, не планируют останавливаться. Поэтому, я так полагаю, что да даже если тут 1/10 правды, то, наверное, это наше с вами последнее интервью, потому что, а что там, тут все как бы понятно. Слушайте, нарко какие-то там, какие-то, это просто безумие какое-то. Я не знаю, то есть я не понимаю, как, если, если это правда, то я не понимаю, почему эти люди на свободе. То есть это же просто преступники. Или если это неправда, почему они не подают в суд на клевету и там, не убирают вот эти вот порочащую информацию их. Но, вы знаете, я бы на самом деле хотел бы воспользоваться моментом и обратиться, наверное, я не знаю, может быть, если наше интервью им
покажут, и, скажем, они его увидят, ну, может быть, там кто-то пришлет или что-то. Ну, товарищи, я все могу понять, но вы хоть вообще как бы люди? Ну, то есть, ладно, что вы там вроде как граждане Украины, и при этом вы поддерживаете там военную агрессию. Ладно, в конце концов, ждуны есть ждуны. Но, понимаете, убивать меня, что вам это даст? Ну, вот, то есть это я как бы стану еще одной строчкой, что ли, вот в вашем, так сказать, послужном списке. Ну, я не думаю, что здесь так получится. Ну, ваши вот эти шестерки, все эти Савченки там и прочие вот эти все попки. Ну, теперь я понимаю, почему они так дерзко себя вели, но вы простите, но в тех материалах, что есть уже вот сейчас, даже в той переписке, вот господин мексиканец, привет там Мексике, хола-хола или как там у вас говорят, ну и что, вы меня завалите за то, что эти кренделя украли мои деньги? То есть, типа, чтобы это стало там что, примером для, так сказать, остальных, чтобы, ну, ребят, я не знаю, ну, на мой взгляд, ну, если вы уж там действительно такая там, ну, как здесь пишут, подчеркиваю, я это, как сказать, вот я про это сам узнал сегодня, я эту инфу, я еще и видео не все посмотрел, но судя по тому, как там написано, что WhiteBit это тоже вы, и фактически WhiteBit и 001K это одно и то же, и получается, да вы же преступники. Ну, вы просто, ну, вы преступники. И от того, что вы меня убьете, да хоть сколько вы человек поубиваете, вы не перестанете быть преступниками. И я не понимаю, если вы действительно живете в Арабских Эмиратах, как я уже сказал, в Арабских Эмиратах открыто уголовное дело. Неужели вы готовы рискнуть всем, что у вас есть в Эмиратах, ради того, чтобы завалить одного терпилу? Ну, если это так, я не понимаю, как вы заработали ваши деньги. Это, ну, может, случайность или, я не знаю, может, вебкамом подрабатывали. Да, но, ребята, так дела не делаются. Ну, то есть, реально так дела не делаются. Есть законные методы, есть там адвокаты, есть какие-то там, я не знаю, переговорный процесс. Тем более у вас-то, господи, с вашими-то деньгами, боже мой, по-моему, даже закрыть этот вопрос стоило бы гораздо проще, чем вот все то, что вы сейчас делаете. Но дело, конечно, ваше, выбор, естественно, за вами. Просто я хочу сказать, что, на мой взгляд, вы допускаете огромную ошибку. Огромную ошибку. Я не знаю, кого вы убивали в прошлом, я не знаю, ну, то есть я знаю, ну, можно ли этому верить, я не знаю. Но мне кажется, в моем случае вы допускаете большую ошибку, потому что это вам ничего не даст. Ну, то есть реально ничего не даст. На следствие влияние у нас, ну, в рамках показаний, ну, пожалуйста, ну, то, что вот сейчас вот записывается, да, то, что вот сейчас, ну, вот отснято в этом, так сказать, в интервью, вот в серии это интервью, в этом фильме, но это в любом случае никуда не денется. Ваши имена, значит, что тут этот Удянский, как этот, вот этот, не, где тут этот второй-то? Ну, в общем, этот, вот, во. Егор Буркин, Левченко, наркосиндикат, химпром, Бегах. Господи, неужели вам там заняться нечем, кроме как вот, ну, что, убивать меня? Ну, я не знаю, то есть, ну, дело ваше, я понимаю, это ваш труд, ваш хлеб, вы, наверное, этим живете, но, на мой взгляд, такое поведение контрпродуктивно. Особенно с учетом того, что получается, что вот, ну, в общем-то, любой, кто просто владеет Гуглом, я так понимаю, вы же просто забили в Google то, что я сказал. Да. Ребят, по-моему, вы допускаете большую ошибку. Окей, дело, еще раз говорю, ваше. Хотите убивать, убивайте. Тут что делать? Но, во-первых, как бы я прям по совету старших товарищей застраховался на большие деньги. Соответственно, даже если вам каким-то образом удастся, ну, там, я не знаю, организовать это без лишнего шума, но страховая компания, прежде чем выплачивать, она пройдет свое расследование. Вот даже могу там полис потом показать, у меня есть, да, на очень большую сумму, и вам не получится закрыть это расследование. То есть, ну, я вот серьезно, знаете, я, честно говоря, вот пребываю в каком-то шоке. Я просто, ну, я не понимаю, то есть, ну, они безумны, что ли, или как?
То есть зачем, почему, где логика? То есть, ну хорошо, ну ты там, действительно, если у них там миллиардные обороты, если у него там состояние 180 миллионов долларов, ну, наверное, что там должны же какие-то быть здравомыслящие люди, которые, ну, остановят от каких-то непоправимых действий. Но повторю, что спасибо вам вот за вашу работу, спасибо за, в общем-то, вот за то, что вы ее делаете профессионально, спасибо за факт-чекинг, потому что получается, что в данном случае факт-чекинг, в общем-то, дает реальные имена, которые стоят за этим всем. Ну, мы, естественно, как сказать, я не знаю, я полагаю, что вот я дам прям завтра показания, вот, ну, базируясь вот на этом, то есть сообщу какие-то общеизвестные факты, и пусть там следствие, ну, выясняет уже какими-то там своими методами, правда это, неправда, связано это, не связано, но те фотографии, что там есть, вот, совместные вот этих людей, совместное отмечание каких-то праздников, ну, я не знаю, если это фотошоп, ну, наверное, следствие это тоже сможет установить, а если нет, то я тогда вообще не понимаю, что у них в голове. То есть, ну, как бы зачем они так явно, то ли они... Ну, в общем, я не понимаю происходящего, вот вы, как бы, да, вы, можно сказать, застали вот врасплох. Но в любом случае большое вам спасибо за профессионализм и, да, в общем-то, вот и за эти материалы тоже.